с рынка ВИУ. Всем привет! Очередная программа с рынка ВИУ, все в прямом эфире, стрим. О чем эта программа, так сказать? Мы каждый день практически, несколько раз в неделю ходим на рынок ВИУ, изучаем новый товар, новый сегмент по какому-то определенному товару, чтобы показать вам, как это все здесь происходит. Для тех, прежде всего, кто хочет приехать в ВИУ или планирует и хочет увидеть, как это все устроено, какие цены, как люди покупают, как это все работает. Сегодня мы будем смотреть уникальный по своей маржинальности товар. Это практически не то, что высокомаржинальный, а ультрамаржинальный товар. Это вот эти вот мелкие штучки, товары для творчества их назовем, или для создания украшений, там запчасти различные. Сейчас я вам все это покажу. На них делается наценка не то, что там в 2 раза цена выше в розницу, чем по сравнению с ценами здесь, а в 100 и в 500 раз они могут дороже продаваться. То есть это ультрамаржинальный товар. Это вот тот самый уникальный товар в Китае, на который все так давно ждали, на который можно делать сумасшедшую наценку. Правда, есть свои нюансы. И я вам сегодня о них расскажу. Так, сейчас я в дистрикте первом на 3-м этаже. Заходим внутрь, начинаем смотреть. Я теперь сразу же начинаю стримы. Итак, сначала для тех, кто не видел рынок ВИУ. Вот так это все выглядит. От горизонта до горизонта выставочные залы, выставочные поставщиков, производителей. Это все тянется на многие-многие километры, разделено на сектора. И вот сейчас мы как раз у сектора, в котором эти самые запчасти для бижутерии, товары для творчества. Я извиняюсь, я забыл протереть камеру. Сейчас мы это дело исправим. На улице дождь и мокрая камера. Все, вот сейчас лучше. Итак, сразу сходу начинаем смотреть, что здесь продают. Первая особенность. Вот эти все те самые товары для творчества и запчасти для бижутерии. Вот такие небольшие выставочные залы. Это все, с одной стороны, продается оптом, но с другой стороны, можно чуть ли не в розницу это все купить. В чем, в общем-то, и особый плюс. Потому что здесь не нужно брать тоннами. Так, сейчас я выберу какой-нибудь сразу же зал, чтобы более подробно это все посмотреть. Это не готовые украшения. В готовую бижутерию мы с вами пойдем в следующий раз, если кому интересно. Ну и вообще, кому интересен какой-то другой товар, пишите в комментариях, мы будем его изучать постепенно. Так, давайте с чего-нибудь начнем. Здесь, во-первых, сами китайцы тоже закупают, когда они делают украшения, бижутерию. Ну и иностранные покупатели тоже. То есть, в принципе, здесь можно купить вот на 3-м этаже, сделать из этого украшения и продавать это все дело на 2-м этаже, где уже готовая бижутерия. Столько всего, не знаешь, с чего начать. Это как-то все... Давайте с ряда начнем. Так, в чат пишут: привет из Башкирии, привет из Туркмении. Всем привет. Всем городам, всем странам. Ну, смотрите, давайте вот начнем. То есть заходишь в такой шоурумчик, и у него здесь висят образцы, все возможные, всякие железки, вот, пружинки, все для изготовления украшений в огромном
обычно ассортименте. И это все на таких вот карточках выставлено. Вот, видите, ассортимент гигантский. То есть вы можете взять такую штучку, там в другом месте взять какую-нибудь пружинку, еще что-то, и создавать из этого украшения. Либо продавать это в качестве товаров для творчества, и пусть они сами делают все, что угодно. Вот это такие запчасти. Минимальная партия. Здесь очень демократично все. Это очень отличается от других товаров. То есть, да, ты, конечно, можешь заказать вот этой вещи тонну, но этого делать не обязательно. У них здесь лежат прямо мешки. Вот видите? Вот, допустим, мешки, какие-то пружинки розовые. То есть, в принципе, я сейчас могу взять вот этот мешок один, купить его и пойти домой. Все. Моя закупка закончилась. Или я могу набрать здесь 100 или разных мешков. Единственное, что... Да, многие приезжают, просто вот действительно давно искали там какую-нибудь такую пружинку, просто берут один мешок и уходят. И вот так закупка здесь осуществляется. Это очень мега удобно. Видите, по любому виду товара так. Ну, по любым видам этих запчастей. И все, дальше просто начинаешь смотреть, что тебе нужно. Различные прибамбасики, то, что в других странах, регионах вообще очень сложно найти. Замочки, заглушечки. И это всегда все продается вот такими мешочками по полкило, по килограмму, которые можно набирать просто буквально поштучно. То есть это невероятно удобно. Здесь же там какие-нибудь, например, кольца, да, для изготовления серег или чего угодно еще. И это все продается, можно купить даже один мешочек. Класс. Где-нибудь видели еще такое? Выло — это единственный товар, который, ну, готовую бижутерию тоже можно покупать. И совсем маленькими партиями. Но это вот один из самых доступных товаров. То есть вы можете приехать и взять буквально несколько мешочков, буквально пару тысяч долларов, даже меньше. Продать это во много раз дороже, потому что многого из этого товара просто нет больше нигде, нет в наличии, нет в ассортименте. А здесь вот видите, вот, например, как это, ну, куда крепится камешек, да, всевозможных размеров, все что угодно. Так, ну что, по ценам надо пройтись. Опять же, я не знаю точно, на какой вид товара вам интересно узнать цену. Потому что, ну вот, к примеру, да, вот это замки для серег, для производства. Вот различные зажимчики, такое все прочее. Их куча видов, поэтому сразу не поймешь, на что спросить. Ну давайте возьмем какой-нибудь простейший. Ну вот смотрите, какая-то мелочь. Точно? Здесь, наверное, миллиард вот этих штучек. 60块钱1万。 60块? 哎，对，60 1万个，4万5。 Иванга. Так, это получается... 乘以4。 Вот... все. Плюс Иван. 对，4万5。 这个可以。 И Люси... 对，4.5，不是0.45哎，不是错了， Ажичи. Да, Ига. 不是，4万5000个乘以0.006，这样子270，60块钱1万，6厘钱一个。 Ага. Ну, все, бумимбай. 不明白？ Иванга. 1万个 这个是чего? ，1万个60， А, 这个是чего? А, 4万5。 4万5. 对，4万5。 Понял.
А 10 тысяч вот таких вот маленьких деталек стоит 60 юаней, это 600 рублей. 10 тысяч штучек. А здесь их 45 тысяч. Ну, то есть это 270 юаней. Ну, к примеру, она такая тяжелая, тут больше килограмма весит. Вот это все фасуется на мельчайшие пакетики по 10 штучек. То есть вот если один пакет здесь стоит 600 рублей, то они фасуются в мельчайшие пакетики, продаются за несколько десятков рублей каждый. И это огромные деньги. Ну, огромная маржа. Или вот взять какие-нибудь какие-то замки. Нет, это тоже как-то не часто используется. Я даже не знаю. Видите, разновидностей так много. Сейчас лучше найдем какие-нибудь стандартные вот такие замки для серег, что-нибудь в этом роде. Встречал, да? И на них спросим. Ну или вот, к примеру, здесь очень много продают бисера. Вот продают бисер в таких мешках. Он всевозможный, там разных размеров, всех оттенков. Есть половинки, есть там целые круги. Так, Рустам пишет, у нас 1000 штук стоит $5. Давайте сравним. То есть это получается... А здесь 10 тысяч штук стоит 60 юаней. Здесь 10 тысяч штук стоит $8,8. Это вот я сразу вам сходу скажу. Это $0,8 стоит... $0,8 стоит 1000 штук. То есть наценка больше, чем в 6 раз. И это вы оптом говорите. А если в розницу, там сумасшедшая разница. Ну, давайте какую-нибудь спросим по бисеру. Нихао. Тоже сендага? 10块一股啊，10块，少的也块。这个一斤？一斤，Так, 4500克吧，一斤6个大точно? 10 块，10块钱。 38 рублей стоит полкило вот такого жемчуга. Ну, в данном случае без дырок. Полкило жемчуга 38 рублей. Ну, это опять же, то есть можно искать бесконечного, если есть и дешевле. Вот это опять же все фасуется по несколько штучек. И продается, ну, представляете, здесь в полкило... А тошинга? И те, тошинга? 一样的呀， Ага. 一样的呀，一样呀。到现在手里也呀， А, 老人个谁老的啦？ тошинга. 十块呀，也是10块呀。一样的10块。 Да, тошинга и bao. 一包多少张？ 一斤呀，一斤是500克500克，然后那个500克4000了呀，4500， ，4000呢。包一斤500克。 Тошинга. 这里是有 4500 жемчужин. Вот 4500 жемчужин стоит 38 рублей. Теперь представьте, когда это все распасуется по 10 штучек. И можно продавать это все по 1 рублю штучку. Ну, там, грубо говоря. Сися. Во сколько это будет? Какая это будет маржа? Ну вот видите, здесь все что угодно. Вот эти, как их называют, кабошоны там с различными рисунками на фоне. Это все можно заказывать. Это тоже как для творчества используется, так и для производства украшений. Вот здесь готовые, точнее заготовки для браслетов, которые потом покрываются, становятся или золотыми вот такими, или серебряными, да, покрываются.
Но изначально ты их покупаешь в качестве таких вот заготовок. Можешь производить бижутерию. Самостоятельно. Ну и посмотрите, какой огромный их ассортимент. Вот для заготовки для колец, заготовки для сережек, для браслетов, для всего подряд. Ну, я говорю, рынок огромный. Вот мы сейчас только в этом секторе ходим, сколько успеем, посмотрим. Но ассортимент просто сумасшедший. Вот тоже заготовки для различных подвесок. Здесь у них всегда миллиард различных видов. То есть это можно и в браслетах использовать, там, и для творчества, и куда угодно. И вот начинаешь смотреть, у них здесь миллиард этого всего. Все, любой вид. Вон бабочки, стрекозы, там, слоны. Все что угодно. Вот мешочки. Также точно продаются мешочками маленькими. Какой-нибудь взять для примера. Ну вот видите, здесь, допустим, микрофоны маленькие. То что? Вот такие микрофончики стоят 0,15 юаней одна штука. 1 рубль 40 копеек одна штучка стоит. Вот серебряный уже микрофончик красивый. Здесь пакетики 500 штук. То есть вот такой пакет стоит 700 рублей из 500 микрофонов. Вот порядок цен. Или какой-нибудь взять еще лягушка, слоненок, блин, буйвол. Вот какой-то голова буйвола, например. Раз голова буйвола тоже в пакете. 0,38 рублей штучка. Ой, 0,38 юаней штучка. 3 рубля 60 копеек штучка. Здесь 200 штук в пакете. Опять 700 рублей. 700 рублей пакет. 200 штук вот такая голова буйвола крутая. Все, вот это и есть минимальный заказ. Я сейчас могу одну взять и уйти. Это супер просто. И у нее этих видов здесь миллиард. Вот такой маленькой точкой у нее видов просто вот эти раздвижные стены, на которых эти образцы висят. Вот. К соседям заходим. Тоже различные мельчайшие вот эти детальки. Здесь крестики, звездочки, крылышки. Все подряд. Открываем еще одну стену. Здесь еще миллиард различных видов. Вы можете себе представить, ассортимент только одной точки состоит буквально из 1000 позиций. Здесь же продают пакеты, так как это сопутствующий товар. Вот пакетики сразу или для фасовки, или для упаковки. Тоже можно здесь сразу взять. Но лучше всего, если вы занимаетесь такими вещами, купить упаковочную машину вывоз. Кстати, мы тоже можем посмотреть район, где делают упаковочные машины. И просто фасовать это все в автоматическом режиме. Ну посмотрите на это. Вот в одной точке сколько разновидностей. Взять один крестика, здесь сразу 100 видов. Там бабочки, 50 видов. Сейчас зайдем к моим знакомым, которые торгуют кристаллами. Вон, видите, сами китайцы покупают здесь. Вот пришли китайцы, китаянки, бабушки. Покупают вот эти вот заготовки мешками. Вот откладывают. И потом делают из нее бижутерию, продают повсеместно. На Алиэкспресс можно продавать. Потому что
ну вот стоимость этих запчастей, она реально составляет 3 копейки. Вот мои, вот здесь мы берем кристаллы. Hi. Здесь мы берем кристаллы, например. Есть у нас один мой любимый клиент, который занимается вот этими вещами. То есть вот такие кристаллы. Творчество тоже для производства там картин, для чего угодно. И здесь просто есть любой вид, любой цвет. Видите, любая форма, любой размер, любой цвет, каждый из них в разных цветах. То есть это можно и в одежде использовать, и для творчества, и в производстве украшений. Ну как? Видите, от самых маленьких, там 1,5 миллиметра, до самых больших, весь размерный ряд. Все формы, все цвета, что угодно. Все, что вы можете себе представить в кристаллах, вот таких вот, в таких камнях, это все здесь есть, абсолютно, абсолютно все. Стразы, да, называются. Извиняюсь. Можно на какие-нибудь цены узнать. Возьмем любую из них. Вот возьмем, допустим, стразы такой формы. В форме такого бриллианта. Эй. Сейчас она пока по телефону разговаривает, еще какой-нибудь возьмем. Ну или вот возьмем, например. Блин, тут глаза разбегаются. Это как в сокровищницу Али-Бабы попал. Какой-нибудь там побольше размер. Точно? А? Точно? 这个25块。 Вот 25 юаней вот это стоит пакет. То есть где-то там 240 рублей. 2000 штук внутри. Достаточно крупных таких вот. А ты-ка? 15. Вот 15 юаней, то есть 140 рублей. Стразы более крупного размера. Ну и каждая из них есть во всех цветах возможных. То есть это опять же это копейки. Их можно чуть ли не поштучно продавать в дальнейшем. Где я взял? Здесь. Есть маленькие. Вот все они вывешены здесь. Так. Что-то в чате задают вопрос. Есть ли нитки для шитья, крепеж? Да, конечно, есть и нитки, и клей. И все что угодно. Это же все нужно скреплять. Ну вот прямо напротив они продают, допустим, клей для этого дела. Вот здесь заготовки для заколок, например. Тоже мешками. Просто мешками продается. Ну вот так вот. Еще одни стразы или кристаллы. Ага. Всех возможных форм, расцветок, размеров, чего угодно. Прикалываются надо мной, что я хожу тут с этой, снимаю, блин, в полном обмундировании. Ну, вообще китайцы очень, на самом деле, хорошо к этому относятся. Меня никто, по крайней мере, нахер не посылает. Тут за все стримы один раз мне не разрешили снимать. Но я и не захожу в какие-то места
особо запретные. Ну все, можно здесь можно ходить бесконечно. Вот покупатели, деньги. Опять вот какие-то детали, элементы. Вот здесь, допустим, продают ленточки, веревочки, ну там кожаные, различные. Кисточки. Ай. Так нам рады. Цепи там, или основы для цепей, для украшений. Это все это как по метражу продается, так и в бобинах готовых. Вот, и всегда тут ассортимент гигантский. Или вот в лентах. Это тоже используется и в одежде, и в декоре, и где угодно, и в украшениях. Все стоит копейки. Ну, в любую точку заходишь и просто офигеваешь с ассортимента этого всего. Вот здесь вам от сглаза в форме слона, в форме креста. Можете делать. It's live. Yeah, it's live. Yeah. Hello. Nice to meet you. Welcome to China. Welcome to China. Bye. Bye. Она очень воодушевилась тем, что мы живую трансляцию ведем. Вот, допустим, от сглаза какая-нибудь фигня есть тут наличие интересно. Это очень удобно сделано, что вот это все отодвигается, и за ней еще целая стена вот этого всего. Это вам лайфхак, как на ограниченной площади выставить в 500 раз больше образцов, чем вы могли. Просто вот раздвижные такие створки, и там бесконечное множество этой всей ерунды. Так, сейчас возьмем. Ну и в наличии лежат эти пакетики. Точно цена такая? Эй, нихао. Точно такая? Сейчас хочу спросить вот на этот такой, ну, достаточно большой кристаллик от сглаза. Подвесочку от сглаза. Вот 0,75. Но она позолоченная, в глазури. Такая крутая, 0,75. Ну, получается 7 рублей. Одна штучка. Дороговато, но качественно. Как продают цепи для украшений? Тоже по килограммам и по метрам вы можете купить цепи любой формы, любого там дизайна, там вот, я не знаю, вот она в форме крестов, цепь, просто цепь, там здоровая цепь. И это все можно под заказ, то есть она здесь есть, вот стандартного, там она не покрашена еще. То есть мы можем сказать, что нам 20 килограммов такой цепи, и нам нужно сделать ее золотой или серебряной. Они ее покрывают нужным составом, и впоследствии вам продают уже, допустим, такую же цепь, но серебряную или какой-то любой другой цвет. Ну и вот смотрите, какая прелесть. Цепочка сразу состоит из этих глазиков. Все, сразу уже взял такую цепочку, взял несколько подвесок в другом месте, какая вам нравится, и вот у вас готовое украшение или просто продавать эти в качестве цепя, как цепь там на развес. Здесь же делают индивидуальную упаковку под это все дело. Ну, точнее, вы можете купить вот такие вот упаковку любой формы, в том числе и на заказ со своим логотипом, прямо здесь, там, не отходя от кассы. Потому что если вы производите бижутерию, вам обязательно нужно будет ее упаковать. То есть вы берете запчасти, там цепь, подвеску, это все собираете воедино, шлепаете свою упаковочку
уже тут из готовых или под заказ, и вот у вас готовые украшения, вы экономите просто бешеные деньги на это. Сегодня суббота, дети с родителями на рынке. Куча страз, куча подвесок. Очень много вот таких вот вещей. Вот этих всех кубиков. Да, тоже вот это как товар для творчества используется, как в производстве украшений. Звездочек, всякой прочей ерунды. Давайте что-нибудь спросим. Вот, допустим, такие кубики. Мешок. Точно? Тошенга. Тошенга. Ну, Тошенга и бал. 6 mm。 228 рублей полкило вот таких кубиков пластиковых. Фасуете по 5 штучек, продаете в 500 раз дороже. Профит. Ну, вот здесь религиозные тоже можете производить. Там есть кресты, вот эти все вещи. Вот, видите, как выглядят эти все заготовки? Вот таким образом просто вот образцы висят уже ржавые. Вот для браслетов, для ожерельев, для чего угодно. И все, вы просто заказываете или берете в таком виде и покрываете их. Либо заказываете, что мне нужна вот такая заготовка, но в цвете серебро, они вам сделают. Вставляете стразу нужную, которую там купили в другом месте. Вот готово украшение. Да, вот так вот. Ну ладно, так поперек насквозь пройдем по диагонали. Ну, как видите, даже то, что мы вот сейчас прошли за 30 минут, я думаю, уже смогли оценить размеры бедствия, ассортимент. И, конечно же, дистанционно покупать это все очень сложно. Поэтому обязательно приглашаем вас приехать в ИУ, где мы поможем по всем вопросам вот с этими вещами. И где вы можете набрать по одному буквально мешку всего, чего вы хотите. Вот я очень люблю такие глаза. Сейчас спросим, сколько стоит. Ай, точно? Тоже чем-то? Ага. Вот от него одна штучка стоит всего лишь 24 копейки. Она достаточно большая. 24 копейки, это вообще то. В одном пакете 2000 штук. 488 рублей пакет. Из 2000 таких вот глазиков от сглаза. Копейки. Надя, сюда. И у него их куча разных видов. Вон там в форме кубиков, такой. Спасибо. Вот еще одни товарищи, которые тоже занимаются цепями. И есть, можно, кстати, купить такие вот цепочки. Ну, самый знаменитый здесь, конечно, Сюпинг, который мы как-нибудь в другой раз ходим. Ну, много других производителей всех этих цепей, золотых, серебряных, и все это тоже можно здесь брать. То есть берете цепочку, либо так ее продаете, либо в качестве ассортимента для творчества, и там кулончик вешаете. Можно спросить какую-нибудь цепочку. Вот цепочка, типа золотая. Что шучен такая? 1元，1元 one piece。 А, вам письма. 这个。 И тяо. Одна цепочка стоит 1 юань.
То есть 9,5 рублей одна цепочка. Ну, вот она уже готовая с замочком, золотая. 9 рублей. Для примера. Так, сейчас я вам еще покажу одно место. Это мы ходим в дистрикт 1, 3 этаж. Это мы с вами ходим в дистрикт 1 вот рынка основного был по 3-му этажу. На самом деле вот эти все вещи, они продаются не только здесь. А в самом городе есть район, мы на который тоже обязательно сходим, такой секретный район, немногие до него доходят. Где этого добра еще больше, и оно еще дешевле. Там еще, наверное, раз в 5 больше. У меня прямо под офисом целый квартал с этими вещами. То есть вот здесь это еще не заканчивается. Это только начало, вот то, что мы здесь увидели. Плюс не так давно, там несколько лет назад, отстроили специально еще один корпус был рынка. Он называется дистрикт 1 Восточный. Потому что просто не хватило места для бижутерии, и для вот этих вот для нее запчастей. То есть построили вообще отдельное здание, еще здоровое, четырехэтажное, которое не разделено на секторы с разным видом товара, а полностью посвящено бижутерии и вот этим вот товарам для творчества. Потому что это одна из самых вообще ходовых вещей в мире. Это покупают все в огромных объемах, на этом делают хорошие деньги. И вот сейчас я как раз перехожу, вот это мост, дистрикт 1 Восточный. О, вроде я снова появился. Ну и все, я думаю, на сегодня закончу, потому что по этой бижутерии, по этим запчастям, товарам для творчества можно ходить бесконечно. Вас приглашаю, конечно же, как обычно, приехать в Иву, чтобы на месте убедиться, посмотреть это все вживую, выбрать, купить, начать ультрамаржинальный бизнес на товарах для творчества и бижутерии. Ну и обязательно пишите в комментариях, какой еще вид товара вам интересно посмотреть. Мы выставляем на голосование, какой товар смотрим в следующий раз. В следующий раз посмотреть другой вид, то есть каждый раз можем вернуться в старый. То есть если кто-то хочет еще раз посмотреть на там вот эти товары для творчества, мы можем туда вернуться, посмотреть еще раз, более подробно. В зависимости от того, что вы хотите, у нас на канале полнейшая демократия. Ставьте лайк на это видео, если оно вам понравилось и было полезно. Подписывайтесь на канал, если все еще этого не сделали. Ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления об этих стримах. Ну и увидимся с вами буквально через несколько дней в новом стриме. А, нет, завтра воскресенье в новом стриме. Ну и в других видео. Все, пишите в комментарии, какой товар интересно посмотреть. Пока.